Весь вечер с вами Брагин, Гордеева и Захар. Друзья, вы верите в сны? Ну, что, хочется спросить. Вот так Это вот ты оригинально. сейчас у кого спрашиваешь? Дело У в том, что нас? сегодня мне приснился Филипп Киркоров. Вот, честно. Причем мы с ним так болтали, так по-дружески. Я говорю: Филипп, а что ты, говорю, без охраны как-то? Причем на заправке, по-моему, ты то ли в каком-то кафе, просто вот так вот среди бела дня. А то ли в кафе на заправке. Значит, я не верю в сны. Если ты встретился с Киркоровым на заправке, значит, сны такие не сбываются никогда. Не, просто мы скучаем уже по живому общению с артистами, согласитесь. И вот есть отдушина хотя бы вот этот час, да, когда мы можем, наконец, ну хотя бы посредством телефона, там, зума пообщаться и послушать те песни, которые они исполняли в нашей студии. Давайте приветствовать. У нас в эфире заслуженный артист России, обладатель порядка 60-70 наград в области музыкальной индустрии, исторически первый российский певец, победивший на Евровидении, и человек, который, хотя периодически от всего этого устает, но без творчества и сопутствующего трудоголизма жить уже не может даже в период самоизоляции. Дима Билан у нас на связи. Дим, привет! Привет! Я узнал его по смеху. Привет! Привет! Я очень-очень рад послышать. Зацепил предыдущий час, где вы говорили про возраст, про настроение, вообще, что такое возраст, когда мы стареем. То есть, если я говорю о погоде часто, то значит, я уже старею, друзья. Тревожный звоночек, Дим. Метеозависимость. Я, знаешь, потому что ты тоже встречался на заправке с Киркоровым. Потому что молния, понимаешь, молния реагирует. Дим, ну хорошо, ладно, если зацепил тему, насколько ты себя ощущаешь? Вот тебе сколько лет по я, твоему на самом деле, внутреннему? с детства, насколько я себя помню, меня всегда сравнивали и говорили, что я молодой дед. То есть лет в 5, лет в 4 я говорил какими-то многосложными предложениями. Мне всегда было интересно разговаривать только со взрослыми. Было так, наверное, до 16 лет. Вот. И я был какой-то абсолютно компанейский вот в этом возрастном цензе человеком, что удивительно сейчас, сегодня. 60 плюс, то есть, да, ты сразу, твоя компания была? Меня называли старик просто, старичок такой, знаете. Смешно, забавно. Вот. А по-настоящему сейчас на какой возраст? Ну, я думаю, что лет на 28, честно вам скажу. Но иногда, когда вдруг перерабатываешь, конечно, чувствуешь себя даже лет на побольше. Вот. Лет на Не буду побольше. говорить, насколько. Да, чтобы никого не обидеть. Осторожнее, тут, знаешь, всякие люди могут работать в студии, в эфире. С вами, друзья, конечно, конечно. Вот. Дим, слушай, что еще? случилась у тебя очередная перезагрузка в связи вот с этим периодом, который теперь все по-разному называют, да, ковидная история, пандемия, самоизоляция, как угодно? Я долго на эту тему вообще, на самом деле, и с друзьями общался, и с подругами, и смотрю всякие философские зарисовки, вот, и психологов, и всего остального. Кто-то говорит, что мир изменился, кто-то говорит, что он вернется на прежние круги, вот, человеку это не уроки, вот, есть и такие мнения, но хочется верить, я на своем месте просто верить могу, и все, в то, что мы каким-то образом, наверное, станем как-то друг к другу добрее, что ли, потому что заметили, да, насколько мы все немножечко заперти-то обозлились друг на друга, и сколько скандалов всяких возникло за этот период. И прям даже страшно сказать слово, потому что возьмут и прижучат где-нибудь и скажут: он против кого-то там. Нет, на самом деле, как бы надеюсь, что все ровно. Все-таки. Но с другой стороны, общения больше стало. Вот с друзьями, с теми же, мы начали в них нуждаться гораздо больше в этот период. Вот это абсолютно точно. Я встретился с такими людьми, которых не видел очень давно. Я так по ним скучал, и вот у меня оказалось время, чтобы с ними встретиться. Но есть другая, на самом деле, опасность. Это частая встреча в ресторанах, понимаете ли. Дима, осторожно! Дима, осторожно! Нет, все, это пройдено, все, это все понято, на самом деле все окей. Ой, ну это смешно, конечно. Просто очень много друзей, знакомых, которые хотели встретиться, это, конечно, тоже редкость, и хотелось посидеть, поговорить по душам. Вот. Дим, слушай, у нас очень мало времени, к сожалению, на общение, потому что у нас весь этот час посвящен твоим песням, но все-таки хочется поговорить вот о чем. У тебя их много. Слава богу, вот этот период... 200 наберется, честно вам скажу. Да.
Но, слава богу, вот этот неактивный период переосмысления, или у всех по-разному он заканчивается, да, или период посиделок с друзьями. Вот. И вот у тебя уже сейчас, насколько я понимаю, уже все активности возвращаются, и уже интригующие заявления от тебя, что конец июля будет продуктивным, там и вторая часть альбома, и новый клип, и так далее. Давай сейчас прямо галопом просто попробуем... Быстренько, да? Смотрите, посмотреть, быстро что у тебя. рассказываю. Вышла первая половина альбома, которая на самом деле продержалась очень здорово. Я выпустил клип, снял с командами ТикТока, Dreamhouse и XO. Замечательные ребята. Вот, это тоже новые Это линии. химия. Интересные. Это химию ты снял. Да, это химия. Так что мы не сидели сложа руки. Сейчас я доделываю. А давай прямо так и скажем, что это первый в мире клип, снятый в формате Первый в мире ТикТок. клип, да, именно в ТикТоке, да, именно в формате ТикТок, да, через все эти скрины абсолютно. Вот, потом, конечно, важная штука, это вторая часть альбома, которая называется «Вторая жизнь», и там будет эко-манифест, который мы делаем с большой компанией о пластике. Друзья, я мечтал об этом, я мечтал говорить на эти темы, и, слава богу, у меня появляется такая возможность. Вот, это будет произведение очень большое и очень интересный альбом. И впереди много-много-много идей, и, честно вам скажу, вот выходных практически не было за все это время, пока мы сидели на изоляции. Что у тебя с куртками Кобейна? Это потрясающая коллаборация с Шурой Би-2. Мы уже общались на эту тему, как-то думали, каким образом может произойти коллаборация с Би-2. Вот. Но она произошла с куртками Кобейна. Это их второй проект, очень крутой проект. Я снялся там в качестве актера, главный герой. Это скоро обязательно появится. Потрясающая песня. Снимается Леонид Агутин, Би-2, Антон Севидов, Там Сабрина какая-то очень крутая Багирова. компания в целом. Очень классная, на самом деле. Подожди, то Электронная есть ты там не команда. поешь? Я не пою первый раз в клипе, а просто танцую. Боже мой, Билану запретили петь? И это сделали Би-2? Да. Зачем, если Боливар они не поют выдер- там? Боливар Да. не выдержит двоих. Они же там поют, зачем еще там певцы? Правильно. Ну, я рад этому факту, на самом деле, потому что хоть так вот, просочился я туда, в эту прекрасную команду. Схалявить любимую хоть группу. где-нибудь, не попеть, да? Ну да. Хотя бы. Вот. Спасибо вам. Понятно. за Ну эфир, и правда, можем очень здорово, поздравить тебя еще и с годовщиной клипа про белые розы. То есть год прошел с того момента, как Билан окунулся в О, это 80-е, бестселлер. 90-е, никак оттуда не выберется. Это бестселлер, правда. Я слышал, да, на волнах вашего радио, что это бестселлер. Да, мне сказал Ренат об этом. Действительно, сильная Наш песня. музыкальный редактор сразу Спасибо, поправил. что отметили. Да. Вот, Спасибо. так что это тоже своего рода победа, и это круто. Спасибо. Ну, поздравляем тебя, самый популярный исполнитель на радио по количеству эфиров. Есть Благодарю вас. и такие, это очередная награда, которую не совсем недавно получила Дима Билан. Она объективная, это, грубо говоря, математический подсчет. И мы сегодня только закрепим этот успех, потому что весь Спасибо этот вам час огромное. будет полностью посвящен песням Димы Билана, которые он исполнял вживую в нашей студии. Сразу предупреждаю, эмоций будет много. Тут и дыхание, и перерывы на танцы, и работа с публикой. То есть абсолютная живаго, все то, что было зафиксировано в нашей студии в свое время. Сегодня мы имеем возможность это повторить. Дима, рекомендуем послушать. Ура, Послушать. ура, друзья! Слушать себя со стороны, Круто. это полезно. Вот. Спасибо, друзья. Спасибо Я большое. надеюсь, что в этом концерте я в голосе все-таки. Вот. Безусловно. Сейчас Само узнаем. собой. Сейчас узнаем, послушаем. Итак, Дима Билан весь этот час на Авторадио. Спасибо большое, Дим, счастливо. До новых встреч уже вживую. Пока. Вам тоже. Вам тоже. Всё. Счастливо. Пока. Пока-пока. Итак, начинаем. Дима Билан на Авторадио. На Авторадио.